Так, друзья, ну, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима, что надихнуло меня, что меня вдохновило на название стрима, что послужило, какой информационный повод послужил основой для названия стрима. Название стрима звучит как «Удачная диверсия ГУР», Головного управления разведки, да, Министерства обороны. Ну, давайте вообще зайдем сдалека. С чего все началось? Началось все с статьи «Украинской правды», наверное, самого такого популярного, да, издания в Украине. Статьи «Украинской правды» статья звучит как «Трамп, война, выборы. Что определит новый политический сезон в Украине?» Эта статья сегодня в 5:30 вышла, чтобы вы понимали, в 5:30 утра. Статья в целом ничего такого нового прямо не говорит, да, ну, в смысле, в сути своей, что хотели донести авторы. То есть она во многом повторяет множество других, плеяду других статей, которые были до этого. В частности, одну из таких мы с вами когда-то на стриме проговаривали и читали какие-то из нее фрагменты. Это была статья РБК Украина. Я думаю, это можно где-то найти в записях нашего стрима, там условно 5-6 стримов назад. Ну и это не единственная такая статья, их множество, и посыл плюс-минус одинаковый. Не знают, что будет, но вдруг выборы, то оно само собой, да, разговоры такого рода, что война скоро закончится, сами собой подстегивают какие-то политические процессы. Да, в общем, что отличается хоть как-то от того, что мы уже слышали? Ну, то, на что я обратил внимание. Это, например, то, что, друзья, Давид Арахамия, казалось бы, да, я думал, уйдет на пенсию по дурке. Почему? Потому что тяжелая очень ему работа досталась, где он несменяемо сидит. То есть у него явно есть какая-то конкуренция за финансовые потоки и за власть с главой офиса президента Ермаком, Андреем Борисовичем Ермаком. Но в то же время, по всей видимости, Давид Арахамия, он же также известный как Давид Браун, незаменяемый кадр реально, как менеджер огромной фракции парламентской «Слуга народа», как ее лидер, да, как лидер парламентской фракции «Слуга народа», видимо, незаменяемый человек, потому что скажем так, работать вот таким кнутом, да, если в какой-то, не знаю, западной, каком-то, скажем так, западном стиле это выражать, да, работа таким вот кнутом, как человеком, который какого нужно парламентария уважит бабками, как конвертиком, да, какого нужно запугает. Ну, в общем, держать в узде всю эту огромную фракцию, это какая-то нереально тяжелая работа, наверняка очень выматывающая, да. Ну, такие уже условия нашего парламентаризма, ничего не сделаешь, да. Кто-то должен делать такую работу, при этом оценки таким сложившимся обстоятельствам хуевым, ну, я их много раз говорил, хотя в любом парламенте есть такая работа, безусловно. Но нет, все оказалось совсем не так, и пенсия, и какая-то уход куда-то далеко еще не светит ему. Видимо, мы его еще много раз увидим. Почему? Потому что Independent сообщил, да, и в этой статье это дублируется, что Давид Арахамия был на инаугурации Трампа. Реально там было, не так, как все остальные, да. Более того, в этой статье его, Давида Арахамию, какие-то люди из политической силы «Слуги» называют чуть ли не единственным мостиком, да, связи с трамповской администрацией. То есть, по сути, Украины все, да, с трамповской администрацией вот это такой один из немногих мостиков связи. Что делает и перспективы, значит, Давида Арахами еще очень яркими. Наверняка мы еще очень много будем его обсуждать. Здесь я сделаю отступление. Я узнал недавно, что не помню имя, помню фамилию. Милованов, да, сейчас глава Киевского института экономики, правильно? Киевской школы экономики. Ну, в общем, такой приближенный к Ермаку Кент. Я узнал, что этот человек, я это узнал из фрагмента, оказывается, давал для Vox Ukraine и еще какой-то такой же поебучке, кстати, он там какой-то совладелец этого Vox Ukraine, давал такие же как бы тренинги. Ебать, там, говорят, очень ярко было на уровне с Давидом Арахамией. Так что, если вы захотите, мы можем это когда-то посмотреть. Это просто по ассоциативному ряду с Давидом Арахамией. Там, говорят, какие-то мощные советы по аппаратной борьбе в условиях украинской там державной службы, карьерной лестницы на этой государственной службе и так далее. В общем, очень мощно. То есть вы, если посмотрите, ваша жизнь реально изменится и пойдет в гору. Это отдельные советы бывалых зэков. Ну, в общем, вот так. Да, мостик Давида Арахамия — это то, что отличает от всех остальных статей. Я просто выписал какие-то пункты.
Интересно также, что в этой статье даже не скажешь, что редактора «Украинской правды» предполагают или что-то такое, нет. Они ссылаются, конечно, все это на анонимных основах, но звучит вполне реалистично. Вообще довольно очень откровенный тон вот этой статьи «Украинской правды», в смысле подобранных комментариев, какой-то беспредельно откровенный. Как написали некоторые люди, условно как-то самоцензура там, блядь, ушла, самоцензура покинула чат. Ну, в общем, без самоцензуры, довольно откровенно и где-то реально, ну, наносит какой-то урон Украине такая откровенность. Но тем не менее, что из этой откровенности мы узнали, что они, ссылаясь на каких-то людей, приближенных к офису президента, сотрудников офиса президента, в общем, каких-то людей из, скажем так, связанных с высшими эшелонами власти, говорят такую вещь, что президента подтолкнуло к решению продолжать войну, а не капитулировать в начале тогда, да, не пойти на те договоренности, там уже чуть ли не, как говорит Путин, парафированы. Те договоренности в Стамбуле, даже там не Борис Джонсон, не еще что-то такое, а вот здесь приводится один из аргументов, что общественное мнение. Общественность была не готова к тому договорнику, да, ну, по сути, капитуляции. Общественность была тогда не готова, и страх потери власти подтолкнул их, скажем так, к решению продолжать борьбу. Ну, это просто я пересказываю вам статью «Украинской правды», если что, это не моя думка, не мое мнение, а это «Украинская правда» ссылается на, скажем так, человека, приближенного к каким-то высшим эшелонам власти и принятием решений. Кто этот человек, я не знаю. В этой связи я хотел бы прочесть пост Арестовича, который вроде об этом был, но я этого не знаю, поэтому просто напишу Арестович. Зайду в Телеграм к нему на канал. Арестович написал такую мысль. Я когда-то прикидывал, как они будут объяснять границы 91 года, а потом запрет на переговоры. Читай, 2,5 лишних года, десятки тысяч смертей и разваленная экономика. Оказалось все просто. Народ просто хотел границ 91 года, тогда в смысле, да. А теперь не хочет. Можно на переговоры. Ну, он, даже не знаю просто, как этот пост читать Арестовича. То есть он, ну, в каком-то смысле, да, обвиняет власть в том, что она пошла по такому пути, скажем так, ну, на поводу общественного мнения, что добавила жертв, да. Ну, я не знаю, это мысль Арестовича, опять-таки, я ее пересказал и засуджую. В целом, эту отговорку, мне кажется, скорее отговорку, не нахожу состоятельной. Мне кажется, можно было совладать с шоком общественного мнения. Но в целом, идея, как о наивысшем страхе для политической силы, это страхе потери власти, я разделяю и всегда разделял, и всегда на этом настаивал. Не то чтобы это не всегда ими рефлексируемая вещь, да, но так устроена политическая сила. Ее все-таки основное свойство — это борьба и удерживание власти, распространение ее как можно ну, как можно более шире в государстве, да, и в государственном управлении местном и центральном, естественно. Вот, и в этом смысле, конечно, мне кажется, что, ну, попытка интересная, но, наверное, объективно вполне, да, президент обречен довольно, да, несмотря на то, что сейчас цифры неплохие, и они надеются, что выйдет как-то, выйти победителями персонально с Зеленскому, да, по крайней мере, не проигравшему. Это вряд ли. Мне кажется, что это просто вот это весь этот пункт статьи «Украинской правды» об этом, да, общественное мнение и мир, насколько соотносимые вещи. Ну и понятно, в начале войны президент принял решение сражаться дальше, не капитулировать, потому что общественное мнение было такое, что он бы потерял власть после этой капитуляции, да. Ну, это, наверное, имеет смысл в целом все. А сейчас общественное мнение, по крайней мере, тенденции в нем такие, что люди восприимчивы уже к договорнику, уже на все согласны, готовенькие, на все готовенькие. То созрели, как бы созрели, и уже можно слово «мир» почаще говорить, и что мы стремимся там, и так все такое. В общем, можно то же самое, только уже общественное мнение другое. Но по сути своей, да, мне кажется, что политически-то, наверное, да, в политическом смысле, наверное, он обречен, да, он уже умер, в смысле Зеленский, да. Потому что, наверное, из этой истории победителем можно было бы выйти только реально как-то каким-то чудом разгромно победивший в войне.
Это было очень маловероятно и требовало реально каких-то чудес, и этого не случилось. В этом смысле, анализируя опять-таки общественное мнение, возвращаясь к той мысли, которую я много раз говорил, да, действительно, тогда бы это вызвало какой-то общественный кризис. Не знаю, как бы они с ним совладали, да, социальный кризис, в смысле, ну, какая-то буря была бы, да. Естественно, к ней подстегивала бы оппозиция. Сейчас они видят другие цифры социологии и думают, что это дает им окно возможности не то, что даже завершить войну, сколько выйти не проигравшими, да, еще сохранить какие-то позиции и продолжить борьбу за власть. Не знаю, насколько это реально, потому что, наверное, не стоит, и всегда об этом говорил, обманываться цифрами, которые есть сейчас во время подмороженной, как сама эта статья «Украинской правды» говорит, во время подмороженных вот таких политических процессов политической борьбы в Украине, потому что самое главное, да, самое ключевое, оно начнется, когда военное положение закончится и начнутся подготовки к выборам и политическая борьба будет размороженная. Тогда президента Зеленского после договорняка, естественно, тут же обвинят в неправильном договорняке, в сдаче территорий, и тогда-то появятся и недовольные люди, и, скажем так, те настроения общественные в какой-то мере вернутся. Потому что создает их, да, и, э, и подстегивает, безусловно, оппозиция. Если, конечно, президент не напишет какой-то закон очередной, который запрещает, скажем так, ставити під сумнів успішність мирного договору з Росією, да, там. Ну, вот так можно еще сделать, как это было с невыправданием збройной агрессии Российской Федерации. Ну, в общем, вот такие мои мысли касательно такой идеи и мотивов пана президента на початку войны сражаться дальше. Ну вот. И как бы оно совпадает со всем тем, что я говорил до этого, да. И вот так. Это то, что, снова-таки, да, мы продолжаем пункты, которые отличаются от того, что было сказано раньше про политические процессы, которые нарастают, как там говорят. Ветер перемен витает, ощущается, да, витает в воздухе. Перемены витают в воздухе. Еще мне понравился пункт о наполеоновских планах у команды президента. Я вам его даже зачитаю из статьи «Украинской правды», которая у меня открыта. Да, в общем, слухайте, друзі. У нас наразі дві великі задачі: спробувати зробити щось велике і безпрецедентне, як і всю війну, типа, ну, тобто чудесний сценарій. Можливо, добитись якоїсь угоди про гарантії зі США, яка була ратифікована Конгресом. Ні в кого у світі такого нема, і це б було серйозним сигналом. Паралельно треба відбити головні російські хотєлки, типу вічної нейтральності і чогось такого, пояснює один із впливових членів команди президенту. Але більшість опитаних УП топів влади припускають, що якщо дійде до переговорів, то росіяни спробують почати із колись відкинутого Україною проекту Стамбульського договору, о чому вони неоднократно говорили. Тобто неудивительно, що, скажімо так, топи влади таке припускають української влади. Тому треба буде поборотися ще, щоб повикидати зрадні пункти про обмеження армії чи нейтралітет. Але це, якщо до таких переговорів взагалі дійде. Поки чекаємо, що вирішать американці, які результати будуть від їхніх розмов з росіянами. Може там таке буде, що наші взагалі пошлють всіх. Додає співрозмовник, интересно узнать, что они будут делать, когда они пошлют всех. Ну а еще меня отдельно как бы удивило, наверное, да, а может и не удивило, это то, что этот анонимный человек, да, и анонимный источник «Української правди» из высших эшелонов украинской влады говорит так, что треба буде поборотися ще, щоб повикидати зрадні пункти обмеження армії чи нейтралітет. Меня просто удивляет, что в один ряд они ставят два таких очень отличающихся друг от друга пункта. А конкретно обмеження армії і нейтралітет. Все-таки обмеження армії і нейтралитет охуенно разные вещи. Если обмежение армии это полная капитуляция, больше не будет возможности проводить ни независимую политику, ни внутреннюю политику, ни внешнюю, ни экономическую, никакую. Все, больше вы не хозяева здесь, если они добьются обмежения армии. То есть это сразу же уничтожит суверенитет Украины полностью. Ну, вроде логика понятная, да? Страна без армии не может проводить политику какую-то свою. Ну, в наших, да, условиях после войны. При этом нейтралитет, ну, не накладывает таких на нас сразу ограничений, да. Нейтралитет, потом можно от него отказаться, например, если будет возможность, да. И так далее. Без армии отказаться уже ни от чего никогда не выйдет. Вообще ничего не выйдет.
Ну, в общем, понятная вещь. Удивляет, типа, то, что это они ставят в один ряд по итогу. Непонятная зацикленность на вот этих блоках, альянсах. Для меня она загадочна. Всегда была и будет. Еще тоже, вы знаете, это просто к слову, да, комментарии под этой новостью «Української правди», що у нормальній би країні до цього журналіста вже прийшли б серйозні люди і спитали, хто йому таке розпотякав. Це теж то, собственно, що ми заслужили в цілому. Так ось, ідемо далі. І головне, я так розумію, изюминка, да, то, почему это все обсуждают, то, почему это стало топ-1 новостью за сегодня. В конце этой статьи приводятся слова какого-то человека, который был на закрытом брифинге парламентариев, как-то так. Давайте я лучше зачитаю это прямо, щоб це було без іскажень. Нещодавно в Раді відбулася одна закрита зустріч. Керівники парламенту і фракцій запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні. Тут цитата. Спочатку багато заплутано. Але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Могу представити, вони вміють розказати. Потім, особливо, представте, як їм розказував пан Сирський, да? Думаю, вони угорали. Потім були різні доповіді. Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою, аутічною усмішкою, треба сказати, каже, якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України, пригадує в розмові з УП один із учасників зустрічі. Всі так перезирнулись і замовкли, мабуть, треба, щоб все вийшло. Трохи розгублено резюмує депутат. Друзья, те, кто спрашивал, вот это типа источник, это первый источник того, что все обсуждают, вырвано там, блядь, не вырвано с контекста. Вот это типа, вот это оно было, что я прочел. Где прямая цитата Буданова приводится как «Если к лету не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Ну, типа, вот вокруг этого сыр-бор сегодня целый день. Да. Ну, кроме этого, еще было интересно написано, что важный этап, подготовительный процесс в украинской политике случился, это то, что Ермак подчинил себе окончательно финансовый сектор Украины. Как здесь сказано, возвел финансовую монополию. Как? Таким образом, что он назначил своего главу податковой службы, налоговой службы своего человека поставил. А кадра Давида Арахамии убрал оттуда. Ну, чем укрепил себя, конечно. Ну, это просто. Чтобы вы знали, как положение обстоит в стране. Ну, что дальше началось, я не знаю, нужно ли рассказывать. Поднялась волна нереальная. Это еще не дали нам опомниться от того нахрюка про 100 дней и последовательного плана на те 100 дней Кита Келлога или чего там, ну, в общем, американцев по урегулированию войны. Да, правда-неправда, вырвано-не вырвано с контекста. Имелось в виду не это, имелось в виду, что если ничего не сделать, они нихуя и не сделают. Ну а что сделают? Это максимум, на что они способны, то, что сейчас происходит, очевидно. Если ничего не сделать, типа, если ничего не сделать, ну это как успокаивали, да, лидеры общественного мнения, вырвали из контекста слова Буданова, он имел в виду, что если ничего не сделать, и все будет идти так, как идет, то тогда нам пизда. Ну так это, из этого исходит, что нам пизда. Конечно, они ничего не сделают, бо они не умеют ничего делать. Ну, в плане, это максимум их возможностей. Они работают на пределе своей отдачи, ну вот такая у них отдача. Ну, в общем, так. Ну, понятно, анонимный источник плохой, типа, «Украинская правда» несерьезная, ну, потому что ссылается на каких-то анонимов. А вообще утечка, это же все секретный разговор, как он попал в СМИ, это, ну, кто-то должен ответить по статье, це державна зрада там и все такое. Ну, в общем, плюс-минус такие комментарии. ГУР открещивается, ГУР говорит, что выкривлено, вырвано с контекста. Ну, сегодня у них вышел какой-то пресс-релиз такой мощный, что его невозможно читать, потому что он просто, ну, я даже не знаю. Самый профессиональный клерк из ГУР-МО его писал. Ну, понятно, что они там отрицают и уходят в отказ, в общем и целом. Как я это вижу, лично, да, делюсь своим просто мнением. Мне кажется, что это такая одна из очередных, ну, не знаю, Петард, Корсар 12, заложенных под Буданова и подорванных. Ну, мне так это кажется, потому что
давно уже, да, и довольно нескрываемо в плане много об этом материала, что есть какой-то конфликт. Ну, это неудивительно, в Украине везде сейчас со всеми будет конфликт, кто популярен, да, и кто узнаваем. Ну, и, в общем, да, какой-то конфликт между Андреем Борисовичем Ермаком и Будановым есть. Наверное, это какая-то часть этого конфликта случилась. Хотя тоже, да, это то, что первое приходит на ум, что это вот такая заложенная петарда под Буданова. Но если разобраться чуть дальше, то что ему здесь можно пришить? А какой он получил от этого реально удар репутационный, да? Зрадоебные новости, они же всегда хорошо работают в таких условиях, которые у нас сложились. Если сейчас выйдет политик, которому разрешат, ну, типа, с хорошим именем, с хорошей репутацией, выйдет и начнет чёс такой лютый, что там все пропало, сушите весла, то он очень резко, мне кажется, наберет популярность. Так что тут тоже есть какие-то несостыковки, скажем так, в этой версии. Скажем так, что здесь чувствуется рука, да, офиса президента. Ну, в общем, вот такие мысли. Вот такие мысли про Буданова и про этот инцидент, который все обсуждают. А то, что тут нет какого-то срыва покров, ну, наверное, понятно, что дела печальные, откровенно, и печальные. Печальные и печальные. А почему печальные? Печальные, потому что перед этим все гремело сумасшедшим нахрюком, который появился на ровном месте. Sunday Times, что-то такое о нем вроде как первоисточником является. Я даже не ознакомливался, честно говоря, но нахрюк был масштабов, ну, в рамках дня галактического масштаба. Это о как бы планах, да, план с пунктами, что должны в эти 100 дней, а Кит Келлог как-то там где-то они говорили, реально говорили, что планируют в 100 дней там как-то уложиться с урегулированием. Да, то есть появились пункты плана на эти 100 дней. Ну, такие пункты плана, я думаю, любой из вас может составить. Даже не вижу смысла их разбирать. Не пойму, почему такой скандал получился. И почему наша влада так остро на это реагирует. Мне кажется просто, что они сами своей реакцией, как это часто бывает, намного больше вложились в пиар этой новости, чем по сути она из себя представляла. Таких нахрюков, мне кажется, сейчас, вот последние недели, раз в 2 дня выходят какие-то революционные планы по урегулированию. И то, как будет выглядеть типа мир, и то, какие пункты у мира, и все оно там, ну, плюс-минус так, что либо да, либо нет, либо там 4 плана, как закончится война, да, Украина либо проиграет, либо почти проиграет, либо не выиграет, либо выиграет. Бля, заебись. И типа описываются сценарии, что оно из себя представляет. Ну, в общем, обо всем этом плюс-минус мы с вами уже говорили, и когда об этом реально предметно говоришь, как мы с вами, да, то понимаешь, скажем так, что очень серьезные противоречия у всех этих, скажем так, итогов, пунктов есть, да, неразрешаемые. То есть одна сторона не хочет идти на это, а другая сторона не хочет принципиально идти на это и, наверное, не пойдет, да, а кто-то не может пойти. Как в тех пунктах, да, и как в тех пунктах, и как в том, что я вспоминал подобный материал, где типа возможные итоги войны, да, то есть то, как она закончится, вот этот самый вопрос НАТО, да. Ну, мы верим, да, в то, что Путин разведется на договорняк, потому что, кстати, наверное, это важно сказать, все-таки язык нас формирует, правда? И вот этимология договорняка слова, это же слово, пришедшее к нам из вот российской околополитической среды, как невыгодный мир, который практикует Путин, да, заключение невыгодных каких-то миров, да, то есть это тоже важно помнить про вот это слово договорняк. И вот типа, что в классическом виде, может он, ну, наверное, верна российская власть своим традициям, может как-то сможет пойти на такой мир, да. Это вселяет, в общем, надежду, одно из немногого в этих условиях, да, что самая вот эта херовая коннотация слова договорняк в российской околополитической среде будет реализована как таковая для российского государства в своем вот этом виде, как оно появилось. Да, но тем не менее, я просто помню, как мы на прошлом стриме долго с кем-то припирались на тему этого НАТО и насколько это принципиально для России и для Украины и так далее. Но тем не менее, по сути, они это требуют, и вот в статьях фантазируют, как это будет, какую форму будет иметь этот отказ от НАТО. Первый вариант, а где-то они сочетаются вместе, это что, вы вдумайтесь, страны НАТО должны отменить, денонсувати свою резолюцию от 2008 года. Ну, конечно, мы каждый из вас представляем, как собрались все на следующем саммите НАТО и такие: о, блин, Путин просит, чтобы мы отменили резолюцию, а если нет, угрожает Украине.
Ну, пиздец, все, отменяем. Простите, еще извинения, наверное, Путину отправят, простите, Владимир Владимирович. Ну, в общем, очевидно, ну, мне кажется, что это невозможно. Вообще ни при каких сценариях. Никто не пойдет ни на какие подписания, денонсацию, никаких резолюций под давлением силы. Особенно еще учитывая, что силой даже не на них, а на нас давят. То это для меня выглядит, конечно, фантасмагорично. И сомневаюсь, что Дональд Трамп даже будет заинтересован в этом, да, то есть давить на всех остальных членов НАТО с таким понтом. То есть это, мне кажется, сразу нет. Другой вариант, ну, что Украина внутренне должна отказаться. Тоже тяжело представить, чтобы в Украине, рассказывая про вот это НАТО, гарантии НАТО, что это, мы помним план перемоги, что НАТО ключевое, без НАТО вообще нихуя. Если и будут какие-то гарантии, то только это просто на период, пока в НАТО мы не вступили. Представить, что сама украинская влада поставит на этом крест, она просто уже себя и так поставила в такое неудобное положение в информационном поле, что это, скажем так, неоправданно усилит удар по ним политический, да. А как мы поняли, это очень для них важно, если не ключевое. То тоже, в общем, это маловероятно, согласитесь, что кто-то навяжет такое требование, да, что получится его навязать, скажем так. Ну, в общем, да, это на тему всех этих бесконечных нахрюков, про то, как оно будет выглядеть и вообще планы, пункты и так далее. Но, тем не менее, обсуждалось очень долго, и я, конечно, узнал об этом, об этих пунктах уже из критики, да, Ермак, кто-то там, еще кто-то там, говорили, что нет, это неправда. И так я об этом узнал. Ну, в общем, вот такой пиар. Тоже, друзья, поразил и ошарашил нас нехерово президент, вроде как это было на пресс-конференции совместной с журналистами президента Зеленского и, ну, такой простой женщины, этой Майи Санду, да. А что он нам сказал? Он нам сказал, что, ну, в общем, весна пришла, сажать будем, а как-то надо что-то делать с запретом на переговоры с Путиным, очевидно, да, потому что все-таки, оказывается, критика была оправдана, ну, на мой взгляд, что все-таки не стоит принимать таких категорических решений, особенно еще и с вот таким бесконечным временем действия, такие эпические, легендарные решения, такие как, и всегда я с них смеялся, ограничить торговлю на 500 лет, запретить общаться навсегда, с Путиным переговоры не вести. Как из этой ситуации сейчас выходить, придумали. Очень умно придумали, как выходить. Выходить так, что президент говорит, что я имел в виду, что всем остальным тогда, на тот момент, он говорит, ну, наверное, как-то нужно все-таки по порядку. В общем, он имел в виду, что никому, кроме него, это и так, ну, по законам Украины работает. Ну и какую форму вы этого представляете? Еще и главное, что люди, которые сознательно пошли бы на сепаратизм, да, это уже статья в Украине, вряд ли их интересуют его указы после этого. Но это все хуйня, но просто вдумайтесь в адекватность, да, того, как они пытаются вырулить из этой ситуации. Это была попытка, в общем, этот указ, он направлен на то, чтобы остановить сепаратизм, потому что тогда Путин начал посылать сигналы к разным политическим силам в Украине, чтобы они, ну, пошли на сепаратный мир, или что он имеет в виду, непонятно. В общем, это распространяется на всех, кроме президента. Как мы об этом, блядь, должны догадаться, я не знаю, потому что я не поленился, нагуглил. Во-первых, это рішення Ради національної безпеки, ну, и обороны, то есть РНБО, да, Совета Безопасности, от 30 сентября 22 года, від 30 вересня 22 року. Президент говорит еще, что в это время под Киевом стояли российские войска, кстати, да. Но я посмотрел от 30 вересня на Суспільном сводку военную, то там открылся Макдональдс в Киеве. Наверное, это имелось в виду. Ну, в общем, від 30 вересня 22 року, як це рішення звучить, щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору України та відновлення її територіальної цілісності. Ураховуючи результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради національної безпеки і оборони України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила. Пункт 1. Констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним. Крапка. Другий пункт – схвалити спільне звернення президента України, голови Ради, прем'єра до Організації Північно-Атлантичного договору. В общем, то все хуйня и не важно. Важно в этом контексте пункт 1, блядь. Он не содержит ни «но»,
Ни каких-то исключений, ни включений. Пан президент юрист, он вроде должен знать. Может, тут есть секретный протокол какой-то мудрецов с Банковой, который нам недоступен? Ну, в общем, это я просто к тому, что поражаешься порой. Нахуя то решение было нужно? Сейчас это выглядит, конечно, смешно, но я даже не говорю о медийной составляющей, в смысле там рейтинги, не рейтинги, кто-то за... Сейчас уже похуй, реально. Я просто говорю о том, что страшно, типа, какие люди заправляют такими процессами в нашей стране. Принимая это решение, первое, о чем ты должен был подумать, что, блядь, потом же, наверное, придется что-то с этим предпринимать. Нахуй оно было нужно? На что надеялись? Сейчас это, в общем, выглядит смешно и, ну, как всегда, только к грустным выводам приходишь об их адекватности и вообще, блядь, насколько они там умные ребята в целом, блядь, и чем занимаются в каком-то угаре, да. Ну, в общем, вот такая хуйня. Будете тоже знать, как оригинально звучит эта формулировка, потому что я ее тогда не помню, читал или нет, но вот сейчас прям стало интересно ознакомиться. Ніяких виключень там нема. Абсолютно. Ну, по крайней мере, в том, что вот доступно публично. Ни слова исключений или включений, кому можно, кому нельзя, просто невозможность проведения. Надо сказать, что и запрета тут какого-то нет, да, оно звучит как, ну просто что такое запрет? Это же должен быть полноценный закон с... Это должен бути полноценний закон з какою-то відповідальністю. Тут просто написано констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В. Путіним. Тобто констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ну, тебя констатировали, что говорить невозможно. Ну, хорошо, констатировать это же нихуя не значит, правда? Ну, в общем, вот так. Да. Хорошо, давайте далі. Констатували, то й констатували. Блять, Асоціація міст України плаче. Ну, це просто, щоб ви запомнили. І вообще не забывали, хто ви і де є. Давайте я вам зачитаю, як плаче Асоціація міст України. Следующими словами плаче Асоціація міст України. Президенту України, бумага, Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському. Шановний Володимире Олександровичу, тиск на органи місцевого самоврядування продовжує посилюватись. Мова зараз не тільки про ініційовані перед вами військові адміністрації населених пунктів, які створено вже 201, при тому, що на тимчасово окупованих територіях знаходиться 157 громад. Мова не тільки про ті порушення Конституції, на які Асоціація міст звертала вашу увагу та Генерального прокурора 28 січня 2022 року. Мова, зокрема, про порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами проти голів невеликих громад уже в 25-му році. Ну, коротше, як чому, що навіть такі люди, представте, місцеві князья, ноють, що, видите ли, не дотримуються кримінально-процесуального кодексу. При обыске, видимо, слишком большой калибр паяльника берут, чтобы выманить сид-фразу. Так что подумайте, что будет с нами, простыми смертными. Это, как говорится, чисто на подумать, на пофантазировать. А теперь, друзья, давайте тихо. Давайте прислушаемся. Если прислушаться, вот в тихий вечер, можно услышать такой как бы стон и всхлипы. Это воют, потому что, друзья, иссяк источник грантов. Иссяк источник грантов. Страшные баталии и вообще много обид наблюдаю. И в Твиттере, ну в разных вообще прослойках, да, нашего информационного простору. А с чем связано? С тем, что иссякло джерело грантов. USAID останавливает, значит, свои проекты, которые он финансировал в Украине. На самом деле довольно серьезное запустило обсуждение вообще полезности, неполезности грантов. Всегда все крутится вокруг вот этого закона об иноагентах и так далее. Ну, вы знаете мою позицию, я всегда и последовательно выступал против закона об иноагентах. Это всегда, то есть, оказалось бы, да, обычно закон этот на старте своем содержит только пункт, что нужно помечать четко, что на грантовые деньги, что не на грантовые, кто спонсируется на эти грантовые деньги. Ну, то есть, казалось бы, делает отчетность более прозрачной, да. Но это только всегда старт. Это обычно, это как с оновлением данных. Сначала чемно оновил, да, сначала чмоки-чмоки, а потом уже чпоки-чпоки. Сначала чемно выявити, да, собственно, этих получателей грантов, ну а потом уже вводить на них ограничения, когда они проявились, да, как-то активно. Ну, в общем, всегда выступал против этого и всегда подчеркивал сторону, да, всей этой грантового движения, вот этого всего, да, спонсирования американскими всякими
организациями, государством американским, какими-то НКО межнациональными, каких-то проектов в Украине. Много очень полезных вещей за эти деньги было сделано. Много этих вещей не публичных, да, там, не знаю, все туберкулезники в наших тюрьмах живут за счет этой помощи, да, например, там. Ну, куча, в общем, разных программ, можно бесконечно о них говорить. Вот там пример моего села, да, 31-32 километра от Киева. Дети в начальной школе ходили непонятно куда в туалет. То есть срали где-то на улице в дырку, да, и писали. Ну, наверное, в школе не срешь, писаешь, ходишь, да. То есть это холод, дубак, блядь, там. Ну, в общем, вы понимаете, погода, не погода. Ну, вот такое обучение. Это не какая-то далекая дыра, это Київська область, это 30 років там незалежності, все на свете. Вот так. Это когда они смеются, что там в России ходят срать на улицу. Как был построен толчок? Толчок был построен на какие-то грантовые бабки какой-то организации. При этом, конечно, это все не отменяет того, что это такой soft power, да. Помимо того, что огромное количество денег этих, да, тратится на пропагандистскую деятельность какую-то, да. Просто тут тоже вопрос, что такое эта пропагандистская деятельность? А как ей можно противостоять? И ты приходишь, наверное, к выводу, что цензура не единственный инструмент. Более того, цензура зачастую в длительной перспективе не самый эффективный инструмент, да, там в перспективе 100 лет. Наверное, то, что будет их вводить, оно в итоге как-то рухнем. Особенно в наших условиях, да, когда мы слабее и побираемся по всему миру. В общем, совершенно явно это не решит никаких наших проблем. Опять-таки, вопрос того, что они продвигают, да, под что выделяются эти деньги. Опять-таки, западные ценности не все плохие. Сменяемость власти, прозрачность финансов, да, менеджмента денег в государстве. Много из этих вещей позитивные. Но мы понимаем, что главное, конечно, да, это, скажем так, фасад, да, этой конструкции. Но главный реальный soft power, ну, наверное, на мой взгляд лично, он заключается в том, что, понятно, множество из этих денег просто превращаются в деньги коррупционные по покупке здесь чиновников, каких-то лидеров общественного мнения, каких-то представителей гражданского общества. Более того, понятно, что любой такой проект, каким бы он ни был, там, направлен на реальную какую-то деятельность, постройку чего-то физического, или будь он пропагандистский, так называемый просветительный или еще какой-то там, да. Понятно, что это всегда, ну, как бы то ни было, кузница кадров, да, лояльных каким-то людям, да, которые выделяют эти гранты. Так устроено все всегда с финансами. Кто платит, тот и танцует. Так есть, было и так будет. Но всегда настаивал на том, что цензура это не решение, да, или если решение, то ну, не единственное, да, из плеяды других решений, и не самое лучшее точно, да. И люди, которые всегда пытаются это все поставить в такую плоскость, да, что вот есть сценарий Беларуси, есть сценарий Украины, выбирайте какой хотите. Свободные люди умерли или рабы ходят в кандалах. Но это, конечно, ложный выбор. Если такие выборы перед собой ставить, обязательно, конечно, будешь в жопе, безусловно. Ну, в общем, это я растекся мыслью по древу о грантах и об этой хуйне, и на агентах говорил я много раз, то есть несмотря на всю мою нелюбовь к ним, несмотря на мое, может, спорное отношение к разным ценностям, которые они продвигают, опять-таки, есть там и что-то хорошее, есть там и что-то плохое, да, воспитывание, то есть сама из себя ценность, там, что все равны пред законом, несмотря на свой пол, ориентацию и так далее, вроде бы хорошая, да, но створение громадской организации, которая превращает свой политический капитал в какую-то половую ориентацию, да, и пользуется протекцией посольств американских, уже плохо, правда? Ну, в общем, несмотря на это все, много об этом говорил. И не вижу, в общем, смысла повторяться. Растекся вообще, жидко растекся мыслью по древо. Суть была в том, что приостановили финансирование, и это приятно. Вой их, страдания их, возможно, смена их профиля деятельности тоже, да, там, почем держава будет о чем-то другом теперь снимать, оно, конечно, приятно. Ну и вообще, что кто-то... Много же было таких проектов, которые, ну, реально и пользы не приносили, да, ну, совсем. Были и такие проекты, где это просто были явно какие-то вещи по осваиванию бабок под каким-то хорошим лозунгом. Ну и так уж сложилось, да, что несмотря на то все противоречивое, все-таки представители этого движения, да, самые громкие, связанные с американскими бабками, с какими-то такими мутными проектами, это всегда какие-то уебаны неприятные, всегда такого социалистического покроя. И когда им хуёво, то это, конечно, ну, всегда вызывает улыбку, да, как у Буданова со своей этой легкой улыбкой сказал, что нам пизда. Так что, в общем, да, вызывает улыбку и, ну, наслаждаемся. Понятно, что это ограничение
носит временный характер, вроде как даже срок установлен 90 дней. Потом там все проверят, нужных людей поставят на нужное направление и, ну, дальше будут спонсировать какую-то хуйню. Так что не переживайте, просто нужно наслаждаться моментом, как и всегда, да, счастье, оно не вечно, оно в моменте. Закончил по-философски. Ну, в общем, вот так, друзья. Ну да, такая новость. Не углублялся туда в детали, но просто что обратило мое внимание. Это высылки, да, высылки, рейды, репрессии. Вот говорят, Сталин, да, занимался насильным переселением. А вот Америка, да, высылки мигрантов в США и в Колумбию, там что летают, возят их. И мне вот просто стало интересно, да, какая дорогая все-таки какая дорогая политтехнология у Трампа. Не жирно целый, типа, грузовой военный самолет набивать вот этими туземцами и возить их туда-сюда. Ну, это же, наверное, охуенно дорого, нет? Ну, это просто мои мысли, а так-то нормально. Интересно, кстати, я вот не слежу совсем вот в рамках этих всех разбирательств. Как там Полина Дрочилкина? Все пытается как-то внимание или Мэдисона привлечь или нет? По его тоже там депортации. Это интересно. Ну, да, это просто по ассоциациям, как говорит Кашин. Вот, сука, вот одну новость я пропустил тоже, да. Даже несколько. Ну, новость не новость, она у меня не выписана, но мы ее обсуждали. Это про тотализатор, который там организует. Ну, сейчас все как тотализатор организуют. Помню, вот там у них есть кадр, которого они на княжение в Киев хотят назначить. Там куда-то, ну, как я понимаю, где там вот, возможно, от офиса президента он продвигался как такая, возможно, альтернатива Кличку, да, Бахматюк. Ну, короче, какая такая фамилия, не то, чтобы я запомнил. То я вот помню, что он один из первых, кто разыгрывал свой Porsche Panamera за донат, да. Всегда меня главная деталь в этом беспокоит, да, то есть я, конечно, никогда не доверяю этим людям, всегда не доверял, никому нельзя доверять в вопросе денег, вроде бы просто и понятно, да. Но это глупо, ты можешь, конечно, доверять, но лучше проверять. Очевидная логика, да, логика очевидная. Да, ну вот мечтаю снять видео, и проект такой лежит касательно громадянського суспільства, да, в демократической стране в условиях войны, и вот то, как сейчас это сложилось с цифровизацией, да, нашей в плане краундфандинга, это очень вообще важная, друзья, тема. И мало досліджена, если не сказать, не досліджена вообще, потому что в Украине запрещено непочетно писать, а на Западе такого нет. Но очень важная деталь вот в плане этих тотализаторов, конечно. Ну да, да. И вот, квартиру разыграл он. Быстро все произошло, потому что я помню, только недавно говорили, что будет разыгрывать квартиру. А уже разыграл, выиграла молодая семья, красивый высокий мужчина, молодая мама, молодой ребенок, будут жить счастливо. Ну, такой портрет українця, это просто пару слов, как люди работают. Да, друзі, новина, яка мене зацікавила, стосується такого. Ukrainian Karate Federation. У меня чорний диплом по політології. Згідно з протоколом президії номер 209, від 7 січня 25 року постановляємо, да, Євгена та Дар'ю Пилипюк виключено зі складу Федерації Карате України, національної та молодіжної збірних через неповернення до України після турніру у Венеції. Так може їх вирубили там в карате, да, вони не можуть ся прийти. Порушення мобілізаційних правил, участь у змаганнях без дозволу Федерації. Видимо, карате як оружие использовали, да. Прийняті заходи, виключення з Федерації та анулювання ID-карток, ініціювання їх пожиттєвої дискваліфікації з WKF, щоб це не означало, клопотання про позбавлення почесних спортивних нагород, спортивних звань, дії спортсменів розцінено як такі, що шкодять репутації українського карате. Вот это, кстати, хуйня, WKF, это, видимо, World Karate Federation. И вот, они заявили, что будут добиваться от Всемирной Федерации Карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград. Я говорил, что вот во многом, наверное, снос Высоцкого, да, он к времени приходится, понятно, что Высоцкий и Украина вещи там несовместимые в принципе, да, где такие вообще культурные феномены. Но особенно вот в этой вещи, да, как много Владимир Высоцкий описывал советский быт, да. Там, не знаю, какая-то приходит на ум песня «Личность в штатском», да, есть у Высоцкого хорошая песня.
Друзья, недалек тот час, ну, наверное, это конец этого года будет, когда каждому выезжающему из Украины спортсменам, да, вот этим группам будут представлять СБУшника, да, будут представлять СБУшника, человека из конторы, который будет, ну, контролировать процесс. Родственников тут оставлять. Вот ошибку они совершили какую? Выпустили семью Евгена и Дарью Пилипюк. Выпустили бы только Евгена, то, ну, он бы не кинул тут Дарью, правильно? Ну, в общем, да, особенно умиляет, ну да, невозвращенцы, советский феномен настиг нас. Особенно умиляет вот эта последняя строчка о том, что они будут добиваться от Всемирной Федерации Карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград. Как вы думаете, лишат, вот напишут в эту World Federation Карате, наши каратисты уехали из страны, лишите их всех наград, пожалуйста. Как вы думаете? Мне кажется, там покрутят у виска, скажут, не, нихуя мы лишать не будем. Ну, в общем, это просто такая, ну, черта времени. Черта времени. Все, друзья, новости закончились. Сейчас я буду читать ваш чат. Спасибо большое за то, что слушали. У меня вопрос. Политолог это что за профессия? Как человек может делать прогнозы, не обладая полнотой информации человека в системе государства? Спасибо. Ну, прогнозы вещь, знаешь, прогнозы вещь сложная, да? Ну, их можно делать из данных вводных, да, которые тебе могут сказать люди, да, из системы государства. Ну, вот мы прочли сраную, да, статью Украинской правды, да, а там комментарии каких-то, бля, как написал, людей в государстве. Можно сделать прогноз. Но не обязательно делать же прогноз, можно ретроспективно что-то оценивать, делая выводы, да, смотреть на тренды и тенденции. Ну, в общем. А отвечая кратко, да, политология это что за профессия? Ну, хуйня, естественно, гуманитарная. Вот бы ту шизу про CBD, а я так и не понял, что такое CBD? Это типа вот это градус крепости этого крымского Ганджубаса, типа, да? Ну, вот это CBD, там что-то. Не? Я не понял, что такое CBD реально. А OnlyFans это да, я понимаю. Ашадна политурка. Думаю, Давид просто единственный, кто говорит свободно по-английски из офиса. Давид Браун. Они, кстати, его знают, интересно, как, ну, Трамп знает Давида или кто-то там, да. Келлах, не Келлах, не знаю. Ну, в общем, они его знают как Давид Арахами или как Давид Браун. Это Зеленского в любом случае заговнят, как бы война не закончилась. Да, я вот плюс-минус это и говорю. Кирилл Буданов, тебя как главный герой 17 мгновений весны. Смешно. Ну да, многие вспоминают его те слова про этот самый, про Крым. Я уже даже не помню, что он про Крым сказал. Чи про Крымский мост, чи про Крым. Не помню, что он сказал про Крым. Ну какой-то прогноз типа дохуя оптимистичный. Мне кажется, вот Буданов со своим аутичным типажом, я всегда не разделял его медийную накачку, не понимал ее смысл, но мне кажется, что вот если бы он скорее бы таким был, типа, плохим полицейским, да, говорящим скептические прогнозы, он был бы, блядь, охуенно популярным. Но это мое мнение. Ну и хуета, Арахами это anyway, офис зелье был. Пороха, боты из любой хуйни могут зраду сделать. Ну слушай, понимаешь просто в чем проблема? Слуга народа крупнейшая, да, политическая сила, то есть крупнейшая беспрецедентно по меркам Украины. И это создает сложности в управлении. Оно неизбежно раскалывается на какие-то подблоки, понимаешь, под центры влияния, да. То есть имеет смысл разделять, скажем так, определенно имеет смысл. И если, ну, на мой взгляд, я когда-то уже это озвучивал, да, что если война продолжится дальше, ну, вот в таком же виде, типа фронт там как-то, ну, правда, он не стоит, но если бы стоял реально, и как написано в статье «Украинской правды», фронт все ближе к центрам принятия решений. Вот если бы он не приближался к центрам принятия решений, то, мне кажется, мы бы увидели как раз политику, а она из этого началась, между прочим, да, повоенная во многом, из конфликтов внутри офиса президента. Так вот, если бы мы, да, все так и продолжилось, мы бы, наверное, если увидели какое-то начало более бурной политики, то, наверное, раскол бы начался именно с фракции «Слуга народа», с кадров внутри офиса президента, где-то по этой линии начался бы кризис, я думаю. А не так, что там ОПЗЖ пошло в демарш, чтобы всем похуй было. Приветствую, давно не был у тебя на стриме. Как думаешь, закончится ли конфликт в этом году благодаря усилиям Трампа? Хорошего стрима и вечера. Тут наоборот, мозг говорит, что нет, а сердце говорит, что да. А когда меня спрашивали про Трампа и Камалу Харрис, то я говорил, что мозг говорит, что Трамп победит, а сердце говорит, что нет. Вот и делайте выводы. Я думаю, что противоречия, да, ну, на данный момент, скажем так, не выглядят разрешаемыми, да. Но все возможно. Неизвестно, какие там козыря у Трампа и как оно будет. Но что-то кажется, что нихуя не будет. И никаких козырей нет. И как-то понимание этого, оно приходит, да. Просто, понимаете, блядь, время
самый ценный ресурс, да, я всегда на этом вот настаивал, да, потому что... А о чем я еще так говорил? Да, потому что время никак его, блядь, не вернешь уже, да, и за деньги не купишь. И время для нас очень важно, то есть просто через там 1,5 года уже не с чем будет, блядь, договариваться нихуя. Это важно просто понимать. Ладно, забайтил меня на нищий донат. Не хворай, сделай же видео про Гренландию. Друзья, оно, блядь, в разработке, как у конторы, да? Как я у конторы, в разработке. В разработке, так что ждите. В смысле, надо написати тексти, зняти і змонтувати потім. Да, забираем навыки карате, теперь вы просто уебаны в халатах. Неплохая песня, но она не переплюнет его главный шедевр. Бархатные тяги. Да, знаете, люблю исполнить вот для друзей песню «Тяги бархатные». Достались тяги. А, тяги мне попались, бархатные. Хорошо. Да, но Высоцкий, конечно, для молодого поколения совсем погиб, да. Вот я, например, у меня плейлист там параллельно с Кендриком Ламаром, с каким-то, да, забит, в том числе и Высоцким, да. У меня плейлист почти как у Андрея Валерьевича Ляшка, который, кстати, недавно проявился, вы видели, снял видео, причем почему-то он там использует гомосексуальный слюр. Ну, я это так называю. Это, ну, вы сами понимаете, в силу контекста его вот этого там хуйсосов, то оно особенно смешно выглядит. Но он вроде реально воюет, ну, по моим сведениям, да. Ну, в общем, я это все к чему вел. Да, и вот у него когда-то брало интервью, возможно, Громадская, я находил его потом. Он рассказывал, что у него в плейлисте, и у него в плейлисте в том числе Высоцкий был. Но я к чему, что сейчас что-то вот Высоцкий погиб для людей совсем. Если вот я там каких-то знакомых знаю, Круга они, может, еще как-то слушают, то Высоцкий погиб совсем. Но, видимо, это уже для, типа, сверхстарперов, да, актуальность, наверное, потеряла для молодого поколения. Это просто мои выводы. Я вот скидывал, да, день рождения было недавно Высоцкого, я скидывал какой-то редкий, у Кашина перерепостил его концерт из Америки, да. И там же на том канале, там собраны какие-то редкие концерты, слушал его концерт на заводі Арсенал в Києві. Тоже прикольний концерт. Чим футболіст, якого найняли на роботу в іншій країні, краще за моряка, програміста, якого найняли працювати за кордоном? Чому футболісти у нас краще за депутатів, наче? Ти мене про такое спрашиваешь? Каратисты съебались. Видимо, на границе, блядь, показали приемы. І все, блядь. Денис, дивлюсь ти зі своїми внуками, пожалуйста, не матюкайся. Ох, друзі, якби я міг не матюкатись, я вже не знаю, що зробити. Думал, может, к себе электроды от тапика подвести, понял? Потому что я вот смотрел свой стрим по Вуконгу, там только мат есть. Я почти как мой отец разговариваю. Вот он, если что-то делает, там последний раз какой-то с ним ремонт делали, то вообще слова не используются, только маты. Подай эту хуйню, захуячить вот эту там хуйнюшку, вот этой хуйней. Ну да, так жить нельзя. Так, Дмитрий Кунин. Так, Гренландию будет на Онлике. Конечно, видео про Гренландию, вероятно, сначала выйдет на Патреоне. Спасибо также моим подписчикам на Патреоне, друзья. Никто не забыт, ничто не забыто. Привіт жителям чата. Привіт, що за напій питимеш на стрімі? Нюка-кола? Кока-кола? Ага, понял. Нет, я п'ю капу оранж. Кава з апельсиновим соком. Назва роз'юб. Назва гарна. Назва гарна. Назва без хуйні. Назва у нас це завжди витвір мистецтва, блядь. Что-то меня люди расстраивают совершенно своей активностью подписки на YouTube. Мы так тот косарь не добьем и к следующему году, пацаны. О, диви. Так, перше, блядь. Ти 18-59 років, мотивований, але вагаєшся? Ні. Не вагаюсь, до свидания. Друге, сотка. Нахуй так вот это присилать? Я вне політики. Я вже давно не вагаюся, я впевнена в собі людина. Пиздец. Привет, сильно расстроился, что не выиграл хату в новом ЖК. Я с шулерами в карты не играю. Нюхачі перемоги. Нюхачі перемоги, нюхачі попи. Я вообще прикола с хатой не понял. Военные уже сборы на іпотеку закривають? Нет, просто лачен, щоб змотивувати людей робити донати, бо зараз вже люди стали більш апатичні, більш їм вже все одно на війну. Вони вже забувають про війну. Ну, такі люди погані.
І щоб їх якось змотивувати донатити, Лачен зробив таку дуже креативну акцію. Це зовсім не тоталізатор, якщо що. 100% не тоталізатор. Зробив таку і ніяк не пересікається з законодавством України в сфері азартних ігор точно. Зробив таку креативну акцію, як от за донат, потім ті, хто задонатили від якоїсь суми, там розіграш квартири нової в ЖК. Дуже креативно, це дуже розумна була думка. І ось так співпало після того, як збір закрили, коли був розіграш, дуже так от круто вийшло, бо у Лачена такі підписники, то виграла молода сім'я, там молода мама з дитиною, да, і батько військовий, який воює. Це типова українська сім'я, класична, така, як повинна бути на кожному пропагандистському плакаті. І должні цю сім'ю кожен день транслювати по этому самому, телемарафону. Ось так. Лото забава. Ти сравнив хуй з пальцем. В лото забаві розігрували ключі і двері, залізні. І ніхуя більше. А тут реальна квартира. Так що думай. Я б сейчас в розыгрыше двери железной бы поучаствовал, бо мне нужна железная дверь реально. У меня дед лото забаве лет 20 назад Жигули выиграл. А Волгу выиграл мой сосед еврей. Витаю. Вот у маргинала вообще пришел. Но Трембу тоже смотрю. Теремба. Теремба это Терембита, блядь. Этот летсплеер, который в Wukong не играет. Ебать. Он хочет, чтобы, видимо, вообще еда закончилась у Уйгура в лагере. Лото забава топ. Там хотя бы флекс был. Циркумфлекс. Что за флекс? Там 14 гривен виграв. Я розказував свою вже історію про лото забаву. Лото забава і зараз існує, але я, звісно, як і ви, дивився її в дитинстві по телевізору ранком, коли вставав, да, там где-то просто в том районе должны были Скруджа Макдака показывать утиные истории. В общем, я стал уже постарше, уже стал куда более развращенным. И что-то захотелось мне испытать удачу в лото забаве. И подошел я там, знаете, часто в таких провинциальных разных переделанных советских вот этих это сейчас супермаркет, в Советском Союзе какой-то дом быта, условно, да. И вот в этом здании, да, с налепленным на нем евроремонте, с налепленным на него евроремонтом, ты туда заходишь, там вот эта плитка, и стоит, значит, такая будка, как бы трибуна, да, там, где сидит бабушка все время в телефоне, лото забавы. И вот я думаю, дай куплю, билета. И вот что-то хотел купить, а пришел бомж какой-то, весь, и бомж, и наркоман, и пьяница в одном лице, как подписчик какой-нибудь мой, да. Подошел, и давай там их покупать. Я подумал, что, наверное, я так же закончу и решил не покупать. Видите, а может так я буквально, наверное, как тот мужик из мема, знаете, где вот киркой хуярит и почти дохуярился до алмазов, но сдался. Вот это я был, наверное, был в шаге от богатства, чтобы никогда нахуй не работать. Еще помню, выиграл сертификат на 2К техники Сатурн. Был такой бренд техники Сатурн. Лучше только техника Бравис. Я в паре матч играл Блэк Джек без шлюх, правда. Конечно, какие там шлюхи, когда там наебалово кругом. Твиты президента Колумбии чи кого-то там. Трамп, мне не очень нравится ездить в США, но немного скучно. Но признаю, что есть некоторые похвальные вещи. Мне нравится ходить, осуждаем кварталы Вашингтона, где я вел целую драку с США между осуждаемым и осуждаем баррикадами. Что показать, ничего вы должны были объединиться. Признаюсь, мне нравится Уолт Уитмен, Пол Саймон, Ноам Хомский и Миллер. Признаю, что Сако и Вансети, которые имеют мою кровь, памятны в истории США. И Сако и Вансети была такая деревня, помните, на Донбассе. Я только оттуда узнал, кто такие Сако и Вансети, да. Это такая же загадка, как... Я удаляю, кстати, твое сообщение. Это такая же загадка и осуждаю его, как и Тольятти, да, например, город в России. Да... Сако и Вансети, будем знать. Помню, были билетики на почте, всякие лото-забавы и т.д. Можно было бесплатно набрать там, что-то заполнять. Державная лотерея лото-забава. Или это не она. В общем, да, на почте еще это было. Но сейчас на почте уже другой скам. Глянул тут давеча, да, страницу на украиноязычной вики про Зеленского. Увидел там, что его обвиняли в национальной неполноценности. Кто? Имха какая-то шовинистическая формулировка. Что об этом думаешь? Думаю, он национально полноценен. Равен себе. Думаю, да, но он, национально полноценен. Он национально полноценный навиоп.
я думаю. Восточноукраинский классический. Или южноукраинский классический. Здрасте, рад видеть в добром здравии. Ну, поки ми живі. Усім привіт. Хоч понию в чаті проходжу, зараз ВЛК сам є дуже хворим, і в принципі маю всі виписки, але просто безкінечні черги в лікарнях. Да, є така хуйня. А бомж та й виграв наверняка. Черги такі ж потужні, як і наша держава. Тобто, ну да, я наслышан, що там к врачам очереди занимают с 4 утра. Там какая-то у них схема, блядь, что они через приемный покой попадают в больницу, когда она еще закрыта. Ну, короче, охуеть. Оскотинивание максимальное. Вот это интересно про Википедию. Рассказывайте, рассказывайте. А у Зеленского есть военный билет? Нету, он же ухилес, это известно. Он ухилес и юрист. Так что нет у него нихуя. Хочу переїхати в Африку. Покращити умови життя і безпеки. Як думаєте, чи ідея норм? Ну вот как изобретут нейросети вакцину от СПИДа, так и можно. Вы не проигрываете в лотерею, вы даете свои деньги в фонд тех, кто выиграет в будущем. Это что-то про військові облигации, видимо. Но Бангладеш это не Африка, нужно вам сказать, пацаны. Бангладеш это посерьезнее, я думаю. Бангладеш такие там болячки хуярят, что... Мы будем как коренное население Америки, если бангладешцев сюда привезти. Ну я и дурачок. Ну я и дурачок, пиздец. Я такой дурачок, блядь, это пиздец. Какой же я дурачок. И слабый. Вдобавок слабый. Коли буде караоке стрим? Никогда, никогда. Что думаешь про теорию? Что ИИ будет умнее большинства людей и способна будет выполнять работу простых людишек? В чем проблема всех кикнуть и останется только какой-то Илон Маск и всякие богатые типы? Я думаю, это так и будет, конечно. Я думаю, это так и будет. А вы что думаете? Я, блядь, на прошлом стриме распинался про этот искусственный интеллект, чуть не всрався. Де, бля, відео про Гренландію? Відео про Гренландію ось тут, а покамість. По слайдам нарисовано. В університеті спілкувався з індійцями, напевно, і ми говорили про всі національні штуки. Друг індійський. Ми дивились колись відео індійський танець в Вінницькій медичній академії. Всі національні штуки. Друг індійський розповів, що його вирвало на одній з вулиць Дхаки. Дакхи, наверное. Дакха, да? Как город называется? Дакка? Дхака. Ну, похуй, короче. Дхаки, якщо індус ригає від запаху, це рівень. Це рівень, да. Я смотрел видео про Лахор и рыгал почти что. Отлично поел, блядь. Это было видео Ченнета, Рухи Ченнет. Всем рекомендую это видео про Лахор. Лахор, по-моему, да. А я как сказал. Ну, не похуй. Ты пояснишь за ситуацию с Будановой? Был базар такой, чи це нахрюк? Да поясним, только дойдем до новостей. Дай только дожить, нам допеть, не успеть. Бедных надо оставить, чтобы можно было с них смеяться. Наш вечерний квартал. Пум-бум, у-ес. Пау. Вечерний квартал. У-у-у. Технократы приведут нас к коммунизму. Штучный интеллигент, да-да-да. Фильм «Земляне» смотреть всем. Трамп пересмотрел фильм «Гренландия». Есть стартап. Купить участок земли в уже и огромную катапульту поставить. Будем переправлять ребят за кордонью. Кто в доле? Ну, во-первых, это преступно, то, что ты сказал, и сразу с преступным умыслом. Тюрьма, в общем, тебе будет за такое. Сразу же за такую мысль. Только спешите, пока не договорились договорняк. Так, думаю, и потом будет актуально. Да, спасибо, друзья, за крысу. Да, крыса, договорняк, кидать катапультой. А как приземляться, блядь? А перегрузки ебанутые. У меня есть лучшая идея. Купить ферму в уже. И, значит, я такое видел, смотрите. Берется, значит, покупается такой целлофановый, полиэтиленовый, значит, шар большой, полиэтиленовый большой шар. Он такой, типа, воздушный внутри, да? Там такие шары, ну как... Воздушные секции в шаре, там, да, прозрачный шар полиэтиленовый здоровый. Такой здоровый, что в него внутрь человек заходит, да.
в этот шар. И значит, вот у вас есть ферма, вы берете человека, деньги, сажаете его в этот шар и бык. Быка хорошенько хлыстом, типа кнутом. Хуяк нагайкой. Тыц. Бык подрывается и ударяет этот шар. А в шаре человек. И шар полетел туда, за границу. Вот такая идея. По-моему, даже кредит. К серьезным вопросам посоветуйте пиздатый блокнот в клеточку не за все деньги мира. Ну, в клеточку не могу, в крапку могу, в линию могу, сумна вівця, если ты из Украины. Но в смысле не ты сумна вівця, хотя может так и есть, а в смысле тернопільський бренд сумна вівця. Бюджетный и довольно качественный, наверное, лучший в плане цены качества. Но в клеточку у них, по-моему, нет блокнотов. Только в линию или в крапку. Ну, в крапку это почти що в клеточку. На стрімі вже 21 хвилина якісної політології. А ви як хотіли? Просто так ты построил катапульту, ее видно, приезжают, спрашивают, нахуй тебе катапульта, что ты исполняешь. А так ферма, быки, а эти шары это развлечение такое. Такой аттракцион. А потом по ночам запускать их нахуй. Что думаете про помилование Трампом Ульбрихта? Ульбрихт это, наверное, какой-то князь немецкий, да? Насколько справедливо, по-вашему, было обвинение? Это тот, походу, который как администратор, владелец Silk Road, да, был? Я уже свое мнение озвучивал. Наверное, он теперь будет спонсировать эти стартапы в области искусственного интеллекта. И для этого его выпустили, чтобы он немного криптогаманец подопустошил. Это мудрая политика, видите, Запад куда шагнул. Пока у нас все старый паяльник в ходу, у них уже вот такие сделки. Думайте. Какой-то король из Скайрима. А, реально, кстати, да. Этот, блядь, предводитель восстания там был такой, помните? Буревестник или не? Ульрих, был такой реально Ульрих, помните? Хуяр из автоматів по повітряной куле. Ну, вот в GTA Online дирижабль разъебывается на раз. Не знаю, кто-то из вас играл в GTA Online? Вот я играл и накопил денег в GTA Online. А там, типа, можно спецтранспорт покупать за деньги, да? И я, ну, смотрю, такие разные, типа, охуенные... Нет, простой GTA Online. Такие разные охуенные транспорты там, пиздатые разные, крутые. Тачка Джеймса Бонда, блядь. И мне на все хватает денег. И одна есть такая тема, думаю, прикольно, да? Вот это, мобильная группа ППО. А там везде ты, типа, нажимаешь на технику, да? И тебя спрашивают, ты уверен, что ты хочешь ее купить или не хочешь? Ну, я типа везде нажимаю, проверяю. И вот смотрю трейлер ППО, думаю, прикольно, интересно. Ну, нажму. Нажал я, и он сразу купился. Более тупой хуйни, тупейшей траты денег я не видел. Я единственный лох, наверное, который купил этот сраный трейлер ППО. Он из себя представляет сцепку пикапа с турелью. Прицеп-турель, да. Ничего больше не может эту турель, кроме этого пикапа, возить, да, ну, то есть в плане, ты не найдешь другой транспорт с фаркопом в этой сраной игре, ты заебешься его искать. Бабки потрачены, дамаг хуёвый, с ракет он ложится мгновенно, короче, ну, вот такая история. Не знаю, к чему мы ее вспомнили. А, к тому, что раз этот трейлер пригодился, какой-то лох в GTA Online вылетел на дирижабле. И раз вышло расхуярить из этой турели. Дирижабль. Вот такая тупизна. Меня танк угнали. Я здесь сейчас все задамажу, блядь. Мемуары Залужного. Привязываем человека к кроту, и он делает подкоп в Словакию. Вот это, кстати, интересная идея. Ну, крот делает очень тонкий туннель. Нужно хотя бы 5 кротов, чтобы они его так шеренгой копали. Чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали уровень того, да, как там меня воспринимает мой отец, да, как он мне доверяет, и вот какого он думает, он воспитал человека. Он не знает, чем я занимаюсь, только догадывается. Он думает, что я с камеры ворую деньги у людей с карточек. Говорит, ты скоро в тюрьму сядешь, завязывай. К слову, а кто знает основной род деятельности Дионисия? Нельзя же на нищие донаты и утках жить. Пацаны, как вы считаете, можно или нельзя на нищие донаты и утках жить? Как вы думаете, блядь? Ваши версии. На утках. Я недавно узнал, мы с друзьями разгадывали кроссворд. И я узнал, что есть такая порода осла, который хуярит 70 километров в час. Мне, блядь, нужен этот осел, мужики.
Я вам рассказывал, что как-то я спал, и мне снился сон, что я на коне езжу за сигаретами. Я проснулся... О, Родион, радиатор. Родион, спасибо большое. Так вот, я проснулся, начал на OLX смотреть коней. Дякую ще за донат, дякую. Да, проснулся, начал смотреть на OLX коней. Типа, хочу коней, блядь, пиздец, буду на коне ездить за сигаретами. Охуенно будет. Конь топливо не поглощает, корми его сеном, выгуливай. Конь круто, короче, конь нужен однозначно. Я посмотрел, цены очень большие на лошадей, очень большие. Даже на пони цены охуевшие, на пони. И типа я эту идею забросил, бо очень дорого, прям в $1000. Очень дорого кони стоят. Даже какой-то типа подзадохшая такая там кляча очень дорого, которую только визок может подцепишь. Но осел-то должен дешево стоить. 70 километров в час мне достаточно вот так. Если 40 этот Ишак, если он 40 поедет, мне будет, блядь, с головой достаточно. 40 уже нормально по селу. Вот, так что я задумался над покупкой осла. Я видел еще, что на хряке ездят. На хряке ездят. Так пони, наверное, наоборот дороже. Нет, да вроде дешевле. Там такие есть скакуасы на OLX. Черные, как уголь. А цена вообще, блядь. Я все продам, мне не хватит на такую лошадь денег. Упряжка на качок. Я про качок думал, но у них тяговая сила вот вообще никакая, типа. Вот прям, ну, дуже слабі вони. Дуже слабі. Ну ладно, я вот подумал про осла реально. Давайте просто прямо сейчас на OLX посмотрю, сколько ослы стоят. Ишак или осел писать? Ну давайте осел. Детский осел-попрыгун 200 гривен, бля. Продам Віслюка і Шака, Миргород, далеко. Надо что-то такое в рамках Варшавы. Этого Варшавского воеводства. Блять, какого хуя я область выбрать не могу, блять? Если этот Ишак 70 км в час ездит, я думаю, мне его привезут. Ну вот, смотрите, продается Віслючок, осел 10 месяцев, 7000 гривен. Релакс, массаж, є виїзд на Дім, Київ. Блять, что-то ослов вообще мало. А можно именно тварины выбрать? Категория тварины. Не? А, вот тварины. Все в тварины. Блять, тупо только одного осла продают. Хорошо, Ишак. Коза, безрогая красуня, 2500. Короче, видать, блять, не судьба даже осла купить. Так а нахуя тебе осел, подожди, доить? Я уже сказал, осел хуярит 70 км в час. И я на нем за сигаретами буду ездить. Как Шурик. Сколько в нем лошадиных сил, я не знаю. Главное, что едет 70 км в час. Ну, наверное, он без нагрузки едет 70 км в час. Но я же говорю, если 40 едет, то нормально. Мне еще недалеко. Ишака просто отправят, чтобы сам дошел, да? Может такое быть, адрес ему скажут. А мопед не думал взять? Да нахуй мне мопед, у меня машина есть. Мне надо или конь, или от на крайняк Ішак. Ха-ха, доброго дня. Чи всі вже відвідали мурал Андрія Борисовича? Там ще шпакльовка на губах не затерлася? Хорошо, что только на губах. Ослы ёбнутые, они твоих качек закусают. Ну, в наморднике будет все. Стоп, а коза сколько километров в час? Ну, я не знаю, вроде козы не быстрые. Там еще какая-то безрогатая коза, нахуй такая нужна. Ну, или верблюд. Бля, верблюда тоже было бы круто. Верблюда б тоже было круто. Ну, наверное, верблюди дорогущі охуєнно, как лами, да. Привіт, нащо ГОІВ прогрівають? Кого? Що ти маєш на увазі? І чому в мене пече? Мене вже прогріли? Ну, якщо в тебе пече, то да, ти став жертвою російського ІПСО і викривлення інформації. Ти став жертвою вирваних з контексту слів. Тобі потрібно покращити свої навички інформаційної гігієни. Я розумію, що, на жаль, зараз це зробити важко. І, мабуть, у цій сфері нас ждуть тільки погіршення і відкат прогресу, який вже був, тому що, ну, ви чули, мабуть, на критичне мислення і фактчекінг зменшують фінансування. Трамп диктатор американський, новий фашист, зменшує фінансування на різну перевірку інформації, на розвиток критичності мислення у населення. Так що нічого доброго. Таких явищ, таких феноменів і таких подій у нас буде ставати тільки більше. Купив в натурі обезьяну Николаевича, да, пусть я за сигами бегает гориллу. Да, кинув палки, шубу не снимая. Спустился по водостоку и пошел на работу. Гориллу мобилизуют. Вот, видишь, блядь, есть. Есть и минусы. Ну, может, она быстро раз-раз через забор до погнала. Ей бы только как-то объяснить, что люди подлые могут мобилизировать.
чтобы не доверяла людям. Новость. ПАСЕ проведет досрочные дебаты, касающиеся мирных переговоров в Украине. Буде драка, буде драка. ПАСЕ, пантеля ПАСЕ. Ишак 70 км час, це російський ИПСО. Ну там был какой-то особенный Ишак, надо сказать, какая-то именно скоростная порода гоночная. А права нужны для управления Ишаком, я не знаю. Интересно, можно ли Ишаком запахать город? Зораты. Если можно, то вообще тогда, получается, отбивает все деньги, все свои вложения. Це якщо Ішака ранее упомянутый катапультой запустить, то може буде 70 км. Но я тебе сказал, ну вот самый скоростной Ишак из гоночной породы 70 км в час. Ну простой Ишак, я думаю, 40 выжмет, типа если на короткую дистанцию и сильно его поддрочить, то думаю поскачет 40. Мне 40 достаточно. 35-40 нормально будет. Можна зорати город електросамокатом. Ну, одним навряд чи, а 4 можна таку упряжку. А ты усидишь на осыке на такой скорости, то да я пристегнусь. Да, осел возбудил людей нормально. А почему? Потому что люди хотят осла себе. Каждый хочет быть крутым. Вот если бы я хотя бы не уток, а индюков взял реальных, или гусей, те, может бы, еще потянули. Все, друзья, переходим к новостям. Всегда так сильно нервничаю, будто бы первый раз. Хотя это мы делаем с вами уже 3 роки, нахуй. На ютубе 2 человек не хватает до 1000. Да, друзья, не хватает до 1000. Я был бы рад, если бы было 1000 человек. Реально, устрою праздник. У меня есть 2 бутылки бомжатского шампанского. Одну из них я готов открыть. Я надеюсь, что там у нас так соберется, типа 995 условно, да, подписчиков. И я буду стримить вот этот счетчик на ютубе, и как будет 1000, то я открою торжественно. Для меня это серьезная высота, серьезный Эверест. Шо грустно? 3 суток будешь стримить тот счетчик, это правда. Ну не подписываются совсем люди. Я понимаю, что это в этом виноват только я. И моя пассивность лоховская. Ну, лох это судьба, как известно. И это не лечится. Ишак 70 км от вас. Возбужденный Ишак? Не стоит на фронт, всего лишь 2 капли этого, и фронт будет стоять всю ночь. Читать далее. Но это не я сказал. По-моему, фронт стоит. Но есть какие-то немного, ну, там отрицательные моменты. Но это, если что, статья «Украинской правды». Пацаны, а как вы думаете, насколько последняя мысль на стриме, ну и, наверное, единственная адекватная, как вы думаете, насколько подставные вот эти видео, где спрашивают школьников, какой твой любимый мем? И там все говорят тёлочку на веранде «Oh yes». Как вы думаете? Мне кажется, подстава полная. Когда следующий сеанс матов в Бибизяне? Ну где-то скоро, сегодня, завтра, послезавтра. Там оленя надо добить. Я графику смог настроить, чтобы FPS был, ну, хоть принятный и, ну, нормально картинка выглядела, а не как в какой-то браузерной игре. Запис цього стріму добере до 1000 підписників, можеш скрінити. Ну я не буду скрінить, но не доберет. Ну хорошо, давай. Буду. На чистую воду, как обряд буду. Он не думает о том, что нужно работать. Он не думает Холодильник о том, что сейчас нужно будет, я, работать. блядь, нему. Его вообще не касается эти проблемы. Пополам не на минимум, пайка на минимум, нам не на минимум. Крышу рвет не на минимум, бас не на минимум. Это, блядь, это мой любимый, моя любимая, короче, вообще хуйня. Это просто я. Это просто я. Да, ну на этом мы и закончим, друзья. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел. Спасибо тем, кто потратил на меня время. Спасибо тем, кто писал свои мысли в чат. Друзья, расстраивают всегда слова, что люди говорят, что они приходят, и когда у них там все хорошо, они потом посмотрят, и у них все хуево. Не хотелось бы такого. Конечно, смотрим с надеждой на будущее. Хотя бы с надеждой на вот стратегию личного выживания. Выжить всем назло. Давайте из этого исходить. Кто бы какого характера не был, да? Если хороший характер, то человек всегда настроен позитивно, чтобы жить. Если плохой характер, то выжить всем назло. Так что, да. Спасибо еще раз, в общем, что пришли. Спасибо за дискуссию в чате. Спасибо донатерам за донаты. Друзья, рад был вас всіх видеть. Ладно, друзья, люблю вас, цілую в плечі і до зустрічі післязавтра. Післязавтра середа, да, в среду. До встречи в среду. Обезьяна где-то будет, наверное, в этих днях. В общем, еще раз спасибо, целую, друзья, до встречи.